Дорогие друзья, это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я, его создатель и ведущая Екатерина Вароди. И вновь у нас в гостях Виктория Петренко, замечательный психолог и не менее замечательная родная моя подруга. В первую очередь. В первую очередь. И в ту же первую, у нас две первых очереди. В общем, в той же первой очереди у нас она замечательный психолог, который работал с потерей. Спасибо. Вот, и расскажи два слова о себе для тех, кто вдруг нас еще не смотрел, потому что, уже понимаешь. Мне кажется, таких нет, но да. Я расскажу. Меня зовут Виктория Петренко, я подруга Кати и по совместительству психолог. Действительно, эта тема для меня очень близка, тема потери. Во-первых, потому что я сама сейчас нахожусь в процессе горевания, у меня погиб мой брат. А во-вторых, с профессиональной точки зрения тема мне близка, поскольку я много лет работала с детьми в отделении детской онкогематологии в городе Дебрецен, с их родителями, с детьми, которые были на лечении, с детьми, которые, к сожалению, уходили, ушли, и с родителями, которые остались. И по сей день я продолжаю работать с людьми, которые проходят все стадии горевания. Надеюсь, очень быть полезной всем, кому нужна моя помощь. Я абсолютно в этом уверена, потому что тема эта, как ни странно, она очень часто затрагивается, но затрагивается чаще всего людьми, которые к этой теме имеют отношение опосредованное, то есть которые теоретически знают, что с этим делать, но практически с этим не встречались. Вот здесь в данном случае мы имеем маму, у которой ушел сын, и вторую маму, у которой ушел названный сын мой, и, соответственно, еще и погиб брат. То есть это такое, знаете, сообщество людей, которые друг друга понимают, о чем мы понимаем, о чем мы говорим. Ну, или, по крайней мере, мы верим в то, что мы понимаем, о чем мы говорим. Мы пытаемся понять. Да, мы пытаемся понять друг друга и всех окружающих. И мы очень надеемся, что вам действительно поможет то, что мы делаем. Потому что, честно говоря, это вот для меня то, что меня удерживает на плаву и не дает свихнуться, это, пожалуй, наш канал. Хотя он не так давно был создан, но у меня ощущение, что он существует уже очень давно. И он дает как-то мне очень много света, он помогает мне однозначно понять свои мысли, и реакции ваши дают тоже силы жить. И я понимаю, то есть, вот, например, сегодня та тема, которую я хочу задать, тот вопрос, который я хотела тебе задать, он был поднят одной из подписчиц наших, которые смотрели мои передачи. И вот это речь о неизбывности потери, о ее бесконечности. Смотри, получается, что отовсюду, что называется, из каждого утюга, льется информация о том, что твое горе не закончится. Оно не проходит со временем. Тебе всегда будет тяжело, тебе всегда будет не хватать ребенка. Люди врут по поводу того, что время лечит. Это все не так. Это с одной стороны. Оно действительно везде, эта тема поднимается, и очень сейчас же идет развитие психологии, развитие медицинского гипноза, разных техник, коучей. И получается, что очень часто, не часто, но бывают случаи, когда не очень профессиональные психологи приводят к развалу семьи, например, просто потому что заставляют человека вспомнить то, чего не было на самом деле. Вот конкретно у нас был один случай, когда в нашем храме как раз женщина, у нее как раз погиб сын, я рассказывала, и, конечно, после этого в семье возник кризис. У нее оставалась еще дочка, и очень тяжело было, потому что потеря внезапная, потеря ребенка в расцвете лет, совершенно 17 лет. И дочка нашла себе психолога и стала ходить туда. И что-то там они практиковали, типа кинезиологии или что-то еще, я не знаю точно что, но конкретно я знаю маму, которая приходила потом, рыдая, и говорила, что якобы дочка вспомнила, что ее дом, когда она была маленькая, ее там мама не одевала хорошо, она всегда ходила в каких-то обносках, и что мама на нее не обращала никакого внимания. А мама рыдала, почему? Потому что она очень хорошая портниха, и она всю жизнь ее одевала как конфетку. И она показывала фотографии, она нам приходила, говорит, она мне не верит. Я же вот смотрите, вот эта фотография, это платье я для нее шила, там и оборочки, я для нее все, она была единственным моим ребенком, старшая дочь. Я для нее, у нас вообще куча фотографий, она говорит, просто меня не слышит. И на какое-то время они вообще перестали общаться.
И только потом, когда, видно, что-то до дочери дошло, дочь стала возвращаться, у них как-то наладились отношения. И таких случаев, а таких случаев я не могу сказать, чтобы их много, но они есть. И ну, как бы у меня еще такое ощущение, что это некая индустрия, потому что это очень хорошо, когда в человеке ты культивируешь постоянно обиду. Давай вспомним родителям все, что они сделали плохое. Сейчас стало появляться очень много мемов в Инстаграме по поводу того, что там родители вспоминают, как он там ребенку делал то все-все, а потом он его прощает за то, что он там не так на него посмотрел, когда вернулся. То есть, ну вот это вот те хохма, да, когда они мне прощают за то, что я там впахивал всю жизнь за них. Вот. И это сейчас, естественно, я, оказавшись в этой ситуации, я вспомнила тут же то, о чем я читала, и поняла, с одной стороны, ну, как бы отсутствие надежды, с одной стороны, да, с другой стороны, я человек верующий. И в христианстве к смерти отношение совершенно другое. И получается, что есть такая христианская парадигма, которая говорит о том, что смерть – это естественное явление, так же, как рождение, то есть это две вещи, которые невозможно избежать. Все остальное можно не рожать детей, не выходить замуж, не креститься, не венчаться, ничего. Можно, но вот умирать и рождаться и умирать ты точно будешь делать. Соответственно, смерть – это, в общем, важный шаг, к которому нужно готовиться, потому что наше земное существование, это я излагаю в христианскую позицию, что земное существование – это просто период, во время которого ты можешь себя улучшить для того, чтобы дальше исполнять какие-то там другие миссии. Я не знаю, никто там не был, кто туда попал, тот не возвращался, поэтому мы точно не можем сказать, но были определенные знаки, которые об этом говорят. И со своей стороны я могу сказать, что по слову классика, если бы Христа не было, его надо было бы изобрести, я придерживаюсь такой точки зрения. То есть, может быть, там ничего нет, да, вот как бы, хотя я в это не верю. Но давайте представим, что там ничего нет. Ну, во-первых, если есть хотя бы 1% возможности, что я там встречу своего умершего сына, мне уже стоит в это верить. И плюс вообще, если есть возможность, что там что-то есть, то уже стоит ради этого хоть что-то делать, потому что, ну, как я говорю, что там Австралия, ей все равно, верим мы в нее или нет, она есть. Вот так же, как загробная жизнь. Мы можем в нее не верить, а вдруг она есть. И тогда как бы мы попадем в очень неприятную ситуацию, если мы плюнем на все. И вот, соответственно, там отношение к смерти в принципе другое. Особенно это касается таких стран, которые не отошли от исконного православия, от исконной христианской веры, как, например, там в Эфиопии, когда они надевают праздничные одежды, поют праздничные песнопения. Наверное, они тоже горюют, но мне кажется, когда тебя воспитывают вот так, отношение к смерти становится другим. Да, ты будешь горевать, но ты будешь настолько уверен в том, что там твой ребенок ушел туда, где ему лучше, что у тебя хочешь не хочешь станет меньше горя. А если ты живешь в европейском обществе, где смерть табу, то есть мы не видим мертвых людей на улицах, если раньше носили гроб в храм, то сейчас этого не делают. И вот я недавно, у меня один из выпусков как раз посвящен моей, ну, такой полемике, мягкой очень полемике с женщиной, которая говорит, я вообще не понимаю, зачем мне нужно видеть моих мертвых усопших, близких. Вот если кто-то умрет, я не хочу его видеть, потому что это, его там нет уже, его душа ушла. Зачем мне видеть мертвое тело? Это ужасно, это страшно, и у нее действительно были детские травмы по этому поводу, как и у меня, кстати, тоже были, потому что, ты знаешь, в советское время по улицам с духовым оркестром носили гроб, да, несли гроб, и честно надо сказать, что не столько гроб, сколько музыка давала такой заряд ужаса неизбывного абсолютно, что, честно сказать, однозначно. В тот момент мне не хотелось иметь ничего общего с этим, и думать даже об этом было страшно. И было тяжело, потому что меня воспитывали в атеистической семье, ну то есть как атеистической, просто считала, что Бога нет. И мама у меня боялась смерти всегда очень. Имеется в виду покойников, там вот эти все Гоголь, Вий, там смерти. Вот это атрибутов смерти, да. И я от этого отошла только когда уже стала христианкой, поприсутствовала на христианских похоронах, и там я не увидела ничего пугающего абсолютно. Ни в виде человека, ни в песнопениях, которые там были. Там, наоборот, было ощущение надежды. Но все равно это песнопения, которые говорят, что вот надгробные рыдания, которые мы, значит, над телом приносим ему. И, в общем, вот это вот ощущение горя, оно есть и в христианстве. Раньше его не было. Это уже как бы под веянием развития общества оно есть. И вот у меня интересно твое мнение по этому поводу, потому что, ну, мне бы, честно говоря, хотелось все-таки, чтобы оно было... Ну, я понимаю, что я своего сына не забуду. Я всегда буду его любить. Но как-то перспектива быть вечно в горе меня совершенно не прельщает.
И мне кажется, что когда человеку говоришь, что ты свинья, то ты захрюкаешь, и вот если тебе говорить постоянно, что горе бесконечно, даже если ты веришь в другое, но все время это слышишь, то ты хочешь не захочешь, будешь горевать вечно. Вот. Я с тобой совершенно согласна. Дело в том, что психологи, они же тоже люди, но немножечко другой профессии. А как в любой профессии есть нерадивые или непрофессиональные люди, так и в психологии тоже встречаются не очень профессиональные психологи. Особенно люди, которые закончили пару месяцев курсов психологии и активно вещают. Очень важно, какие установки дает специалист. И, в принципе, какие мы даем себе установки. Ты права, если твердить себе, да, я несчастный, какой я бедный и несчастный, мы, скорее всего, будем бедными и несчастными. Да? Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому, если давать установку на то, что горе бесконечно, и ты никогда не выйдешь, и ты должен уже это принять, и знать, что так будет всегда, что поделать, прими это и себя прими вместе с этим горем. Ну, это просто человека дотопить. Он и так тонет в своей печали, тоске и горе, и его забить там. Я с этим не согласна, потому что потеря близкого человека, на мой взгляд, это как потеря органа или части тела. Нам невыносимо, да, но представим, может быть, это некорректное для кого-то сравнение, и тем не менее я все-таки позволю себе привести это сравнение. Когда мы лишаемся какой-то части тела, нам нужно время принять это, да, пройти через все стадии горевания по части тела, как части себя. Да? У нас нарушается наша целостность. И нам нужно время адаптироваться к новым себе, или к новому себе, новой себе. Нам нужно научиться жить уже в этой комплектации. Жить и действовать, и взаимодействовать с миром и людьми. Научиться жить с одной рукой, научиться жить с одной ногой, научиться жить с одной почкой. Ну, то есть с органом, который нам позволяет жить, да, мы не можем жить без сердца. Но в данном случае, если мы остаемся жить, значит, мы теряем очень важный орган или очень важную часть тела, но продолжаем жить. Нам нужно время пройти через все стадии, принять это и начать учиться жить с тем, что у нас есть. Ну, ты же знаешь, что люди, которые теряют конечность, они спустя время могут научиться жить без нее. Но зато у них есть фантомные боли очень долго. У них есть фантомные боли. У них есть боли в принципе, потому что любой протез может быть болезненным. Без протеза им дискомфортно, но они учатся жить, если они хотят научиться. Вот это очень важно. Да, есть человек, который не может это принять, спивается или сокращает себе жизнь. Но если Бог или мироздание, или так судьба оставила человека жить, он в силах, пройдя через все стадии принятия себя и новой реальности, научиться жить дальше. Поэтому для меня позиция психолога о том, что горе вечно, абсолютно неправильная. Горе конечно. Или, скажем, мы же способны перевести со временем горе в память. И если память изначально болезненная, нам тяжело смотреть фотографии, нам тяжело смотреть видео с еще живым человеком, да, которого нет, то со временем мы по-другому начинаем. Мы уже можем смотреть фотографии, да, и уже не плакать, а грустить, да, не рвать на себе волосы, а через какое-то время уже улыбаться, а через какое-то время фотографию поставить перед собой. Наше отношение меняется. И здесь на первый план выходит уже больше память. И мы не зря же говорят, что человек живет в нашей памяти. Пока мы помним о нем, он с нами. И в наших силах продлевать нашу жизнь вместе с этим человеком в нашей собственной памяти. Ну, кстати, вообще здесь интересно, что настолько все разные. Вот мы когда
поехали в похоронную контору в Германии, нам сразу попросили дать фотографию, прям буквально при нас они ее распечатали. И нужно сказать, что вот с этого момента эта фотография при мне постоянно. Я никуда, то есть я на дачу даже еду, я беру, то есть сейчас я уже заказала еще одну, и она будет на даче, причем не в одной комнате. То есть мне все время легче рядом, когда вот рядом фотография Вани. У меня такое ощущение, что он присутствует. Вот, когда вот я молюсь, я с ним разговариваю, я действительно как бы чувствую отклик тоже. И пусть я вполне могу себе это додумывать и придумывать, но и мне плевать, что кто будет думать. Вот, мне легче так, скажем. Кто Это скажет твое мне, право. что это неправильно, Нет, да, нет, никто не абсолютно. может. Вот. Но, например, у меня мама не может, муж мой тоже не может смотреть на фотографию, вот Саша свой может. То есть кому-то это нужно, и дедушка, он сказал сразу, я хочу такую фотографию, он у себя в комнате ее повесил. Хотя ему тоже очень тяжело, то есть это не говорит о том, что нам проще, это говорит просто немножко о другом Мы восприятии. просто разные, Да. у нас разное восприятие, совершенно верно. Ну и, кстати, интересно, что вот то, что ты сказала, что как горе это как потеря какой-то части себя, вот у меня буквально постоянно ощущение, вот моя собственная ассоциация, это как будто у меня выжгли грудную клетку. А еще с учетом того, что у Вани было такое заболевание, что у него уже вырезали там часть абсцессов всего, и в спине у него была дырка чуть ли не с полфутбольных мяча. И вот это ощущение, что оно очень медленно заживает. Вот грануляция раны, она идет даже у живого организма крайне медленно. У здорового организма, молодого, идет крайне медленно, потому что телу нужно время и силы, чтобы это все зарастить. И, конечно, здесь, но дело все в том, что просто время, проведенное в горе, оно так тяжело, что здесь год, мне кажется, сойдет за 2, за 3, за 4. То есть Да. сложно. И получается, что мне иногда пишут женщины, потерявшие детей, что я ощущаю, что время не лечит, я до сих пор так же плачу. Я до сих пор так же... Это, ты что считаешь, что это вот как... Это так человек индивидуально реагирует? Да. Или... Да. Я считаю, что человек очень индивидуально реагирует, потому что мы все разные, и каждому из нас нужно свое количество времени. Да. И вот эта сенситивность, чувствительность у каждого разная. И болевой порог у каждого свой. Поэтому действительно нет универсального ответа на вопрос, как долго это продлится или как быстро придет облегчение. У каждого это приходит по-своему. Но мы можем тормозить процесс, если мы не пытаемся выйти. Если мы не пытаемся искать смысл в каждом дне. Если мы прячемся в своей боли и не хотим, да, вот как под одеяло это больное, тяжелое, и боимся вылезти оттуда. Знаешь, вот я обратила внимание на то, что у нас в семье, как это происходит, мы стали меньше друг с другом разговаривать. Мы разговариваем о Ване, мы разговариваем там с мужем, я разговариваю постоянно, с родителями, с Сашей. Но у каждого пик приходится на разное время. И получается, что если ты все время будешь говорить, то получается, что вообще не выйдешь. Потому что сначала у меня, потом у мамы, потом у папы, потом у Саши, потом у Лацы, и начинается все заново. То есть все равно, хочешь ты или не хочешь, ты очень большую часть времени страдаешь сам в себе. Ну, либо ты вот, у меня единственное окошко, свет в окошке, это я могу выговориться психологу. Потому что, как я уже говорила, мы с тобой уже спорили по этому поводу, и да, ты мне говоришь, что Катя, звони мне в любой момент, но я знаю, что у тебя есть свои проблемы, я не хочу усложнять жизнь тебе, потому что я знаю, что ты тоже проходишь через этот период, что у тебя очень тяжелые ситуации, болезнь мамы, война и 133 других фактора, которые ты не можешь видеться часто со своим сыном. То есть у тебя своего хватает. И вот у многих моих знакомых сейчас такие тяжелые времена, что у всех хватает своего. И единственное, что я могу сделать спокойно, это поговорить с психологом. И вот у меня вопрос к тебе, потому что, опять же, да, люди, которые нас слушают, далеко не все пользовались услугами психолога, не все однозначно к этому относятся. Ну, во-первых, так, вот у меня, когда с Ваней это произошло, я раз или два прозанималась с психологом, и как бы все. И мой Саша говорит: мама, занимайся с психологом. Я говорю: зачем мне заниматься? Ведь ничего нового не произошло. Все, что у меня было, я уже сказала. Вот как ты считаешь, какой это довод? Ну, человек говорит, вот как у меня муж говорит, что я нового могу сказать? Вот я сказала, у меня там сын умер, все, вот я так себя чувствую, все. Больше мне сказать нечего. Что я буду каждую неделю об этом проговаривать, или там каждые 2 недели? Дело в том, что у психолога
Тут очень важно подобрать правильного психолога, да, потому что как и специализаций в медицине много, да, и офтальмолог может быть разный, да, есть хирург, есть терапевт, есть там, не знаю, еще какие-нибудь, наверное, протезист. Также и в психологии есть специалисты, которые специализируются на определенных темах. Да, есть психологи, которые работают с травмой, с гореванием, с потерей. Есть психологи, которые работают с другими темами. Да, это не их узкий профиль. Поэтому я бы искала все-таки специалиста, который вот узкопрофильный, который знает, как с этим работать. Во-вторых, есть разные методы лечения, как в медицине, так и в психологии. Да, есть психотерапевты, у которых есть инструменты и материалы, как работать с человеком, который проходит через горевание. И подбираются они тоже индивидуально, потому что не все могут проговорить. Да. Да? Не все, у каждого свое восприятие. Поэтому и у психологов есть разные подходы, которые подбираются индивидуально для тебя, которые с тобой будут работать. Потому что с одним работают, а с другим нет. Есть разные подходы психологические. Поэтому однозначно идти к психологу. И я думаю, что твои зрители, те, кто следит за каналом и смотрит твои видео, понимают, что да, может возникнуть вопрос: ну подожди, ты только что сказала, что у тебя есть подруга, вот она психолог, а ты при этом не хочешь мне позвонить, а идешь к другому психологу. Мы объясним, что я подруга, Да. но я не консультирую тебя, поскольку психологи не консультируют своих родственников, своих близких. При этом я остаюсь твоей подругой с психологическим образованием, которая всегда в любой момент готова прийти к тебе на помощь. Но мы, конечно, не будем сейчас ругаться по 15-му кругу и рассказывать, почему ты не можешь мне позвонить, когда ты можешь мне позвонить всегда, в любое время дня и ночи. Мы не будем об этом. Но ты меня услышал. Да, а к психологу я очень прошу, и я не устаю повторять, пожалуйста, когда у вас что-то болит, самолечение ни к чему хорошему, как правило, не приводит. И мы уже выросли и понимаем, что если у нас что-то болит, по-настоящему болит какой-то орган, мы идем к профильному врачу. Когда у нас болит душа, и нам кажется, что мы справимся, но мы не справляемся на самом деле, пожалуйста, давайте пойдем к специалисту, который работает с этой болью. Он сможет помочь. Чем быстрее мы придем к врачу, тем легче нам будет справиться. Ну, как со свежей раной или запущенной раной, да. Безусловно. И уже психическое состояние, оно же тоже ухудшается, то есть как бы устает тело от боли. Конечно, конечно. Мы закупориваемся в этой боли, мы не знаем, как выйти из нее. Мы уходим в себя, мы начинаем вредить не только себе, но и нашим близким. Вот то, о чем ты говоришь, да, нам нужно говорить с нашими близкими, потому что им тоже очень больно, и они не знают, как себе помочь, зачастую как тебе помочь. Поэтому говорить очень важно. Когда мы начинаем уходить в свою боль и дистанцироваться от близких, это приводит к еще дополнительным кризисам в отношениях. Ну, ты знаешь, оно происходит не специально. То есть это не то, что, вот, например, у нас нет дистанцирования с мужем друг от друга, но мы оба заметили, что нам просто меньше хочется говорить не только друг с другом, а и вообще. Вообще. То есть ты имеешь в виду говорить о проблеме, о боли, или говорить вообще друг с другом? Ты знаешь, ну, во-первых, как-то ощущение, что и говорить друг с другом хочется меньше, но не друг с другом. А в принципе у тебя такое состояние, что ты не хочешь открывать рот. Вот не хочешь. Это не немота, потому что вы с ним проговариваем каждый день что-то. Но все равно, в общем, раньше было легче, ну, что-то поболтать, посмеяться, вот как-то так, и даже с родителями. А сейчас каждый несет в себе свою боль, мы что-то выдаем, но что-то обязательно остается. И поэтому иногда просто, вот я даже чувствую, мама, вот мы даже можем по телефону разговаривать, она говорит: слушай, сейчас не могу говорить, давай немножко попозже, потому что вот ей нужно поплакать в этот момент. А она не хочет это передавать мне, потому что в этот момент я как раз не в том настроении, чтобы плакать, потому что у меня это настроение было 2 часа назад. То есть, понимаешь, да, такая цепная реакция, горе, она может тоже включиться и будет делать хуже всем. Конечно. И вот здесь я прошу всегда быть внимательными не только к себе, ну, к себе очень важно быть внимательным, но и к своим близким. Потому что вот эта тонкая грань между «мне хочется сейчас оставить, чтобы меня оставили в покое», и оставить в покое окружающих,
чтобы оно не переросло вот в эту дистанцию, которая увеличивается, Да. когда мы становимся чуть более чужими, когда вдруг мы начинаем ощущать одиночество. Вроде как полно людей вокруг, а нам одиноко, или наши близкие одиноки. И они боятся нас ранить и сказать об этом. И каждый уходит в свой уголок. Тут, знаешь, еще такой момент, что вот в моем случае, например, да, я с Ваней была все время. Я видела столько всего, сколько другой не видел. Я не могу об этом рассказать. Не могу, потому что это больно мне рассказывать. Причем даже скорее я боюсь навредить близким, потому что как только я бы стала это говорить кому-то другому, мне кажется, что, например, не выдержали бы просто. Вот, не говоря о том, что я была одна, когда он умирал, соответственно, это тоже легло на меня. И кто бы что ни говорил, это тяжелые воспоминания. Да, я ни в коем случае не жалею об этом, потому что мне страшно даже подумать было бы, что вот он умирал бы без меня, что он умирал один. Вот, ни в коем случае я бы не хотела никому это передать, как бы тяжело это ни было. Но рассказывать кому-то об этом, имеется в виду не просто кому-то, потому что я буду на канале этом рассказывать о том, как это происходило, просто потому что это может помочь. Потому что мне кажется, что, ну, слава богу, не все проходят через это, и слава богу, они проходят, ну, есть, например, люди, у которых знают, что близкий смертельно болен, и вот к чему готовятся, да. Мне кажется, вообще в этом плане опыт, который держится в себе, это плохо. То есть этим опытом нужно делиться, потому что есть какие-то, вот как ты говоришь, маячки у каждого. И у меня такие маячки были, вот что меня держало в тот момент, что меня держало после этого. Но, конечно, вот с психологом я могу эти вещи обсудить. Да. Я об этом и говорю, Да, потому да. что информация, которой мы можем поделиться с близкими, может ранить их и добить еще больше. Да, есть вещи, которые стоит, наверное, и не знать. Да. Но для этого есть специалист, есть психолог, с которым это нужно проговаривать. Меня, кстати, знаете, очень, я помню в детстве, мы не понимали, в чем дело. У меня, когда бабушка умерла, она умерла неожиданно, видимо, инсульт было, высокое давление, и она просто не вышла на связь. Она жила одна, не хотела никак, ни в коем образом, она жила в частном доме, где дедушка тоже умер, и она говорила, что я не могу жить нигде больше. Мама ее приглашала, были все условия. Нет, она не хотела и все равно уходила туда. И вот придет куда-то, и вот, нет, мне надо домой. И в какой-то момент она не вышла на связь. И в связи с тем, что мама была на работе, а папа смог подъехать, и папа подъехал, она умерла, и он сделал все, что нужно, обмыл тело, там, переодел ее, подготовил к погребению, все. И это папа, мой человек, который, ну ты знаешь, он абсолютно молчаливый, то есть он никогда не рассказывает о своих переживаниях. И тут был единственный случай, когда он маме моей рассказывал, как это он делал, а маме это было безумно тяжело, естественно. И она была так поражена, она говорит, боже мой, он же никогда не говорил, он молчал. Ну, видно, настолько у него внутри. Он тоже, это же не человек, который там привык покойников одевать. Конечно. Это первый был наверняка опыт его жизни. Или, может быть, он видел когда-то там кого-то в гробу, но это совершенно не близкий человек, и все. И вот настолько, что даже папу пробило, а сейчас он этого не помнит. Когда мы с ним разговаривали об этом, он этого говорит, я не помню. Да мне кажется, на меня это никакого... Ну, умерла и умерла, как папа говорит. А тогда... У меня мама была этому просто поражена. То есть вот его это потрясло. И это всех, то есть я понимаю прекрасно, что есть моменты, когда тебя что-то потрясает. Ты можешь потом сам не понять, что это потрясло, но оно тебя потрясает, и ты потом понимаешь, насколько, что ты как ты изменился и так далее. И, кстати, я вот в пользу психологов скажу следующее. Такой один пример из моей жизни, когда... Ну, у меня, сама знаешь, достаточно график всегда был нагруженный, то есть там это церковная школа, перед Рождеством вообще дом полный, потому что елка, репетиции, все. И, как правило, последние, плюс дети были маленькие, очень плохо спали, то есть вот, и как-то пришел какой-то период, когда уже который год к Новому году я чувствовала себя просто выжатой тряпкой, высосанным лимоном, и никакой радости от елки, вот что, только вот, знаете, список сделать, то, игрушки нарядить, там, подарки купить, и в этом уже не было никакой любви, в этом уже не было никакой радости, просто вот на автомате только бы скорее все закончилось. И в какой-то момент психолог, с которым я долгое время работала, очень хороший психолог, очень сильный, но она с потерями работает меньше, объявила марафон перед Новым годом, письменный марафон, именно для того, чтобы вернуть людям ощущение праздника. Я вам, честно сказать, не поверила ни грамма.
в это дело, что это что-то мне вернет, но думаю, дай попробую, что теряю. Там он был какой-то очень недорогой, потому что там подразумевалось не занятие с психологом, а просто каждый день она записывала буквально там на несколько дней на несколько минут ролики, и потом давала письменное задание. Тебе нужно было обязательно прописать, что-то прописать. Там, вспомнить, как ты в детстве ждал Нового года и рассказать об этом, там, какое у тебя было платье. Какие-то самые простые задания, которые действительно занимали не больше 10 минут. И вы знаете, что совершенно меня поразило, что в этот Новый год, хотя я была абсолютно, я просто вот между репетициями я туда влезла в этот марафон, то есть это был один такой же год, как все остальные. И вот к этому Новому году я подошла совершенно по-другому. У меня было ощущение, как будто я снова, как в детстве, открыла для себя Новый год. Вот эту его таинственность, вот эту сказочность, вот это безграничное счастье, ощущение тайны, какого-то чуда, ожидания вот чуда. Это сладкое слово да, «канун». Да. Вот это. И слушайте, я не понимаю, за счет чего это произошло. То есть ничего такого, никакого волшебного пенделя мне не было дано, никакого волшебного слова не было сказано. Были заданы простые вопросы, на которых я написала ответы. И слушайте, во-первых, с тех пор я искренне верю в письменные практики, то есть что ты прописываешь, что имеет какое-то непосредственное отношение к твоему мозгу. И с тех пор, что самое интересное, что действие этого марафона не прошло. То есть вот, видимо, мозг образовал какие-то новые нейронные связи, он запомнил это, и каждый год, я сейчас перед Новым годом, сейчас вот этот Новый год не берем, каждый раз перед Новым годом у меня вот именно это ощущение детское, такое ощущение, счастливое ощущение, как бы ты устал, какой бы ты усталый ни был, но все равно это, то есть представляешь, что такое сила правильно заданных вопросов, правильно данных заданий. Совершенно верно. И правильно данного направления. Да. И как мы это можем применить к тому, чему посвящен твой канал и наши встречи. Каждый день мы можем прописывать себе, или каждые 2 дня, у кого как работает, направление нашего движения. Да? Что я хочу? Только мы загадываем, мы не загадываем желание, мы не кладем в ящик Деду Морозу. Да? Мы самим себе даем вот эти установки, которые нас помогут вывести. Для чего я? Что я могу сделать? Бывает, что не хочу, да, опускаются руки, я ничего не хочу делать. Но мы задаем себе вопрос, а могу? Хорошо, я не хочу. Могу? Если хоть немножечко могу, то прописать себе, придумать себе то, ради чего я могу зайти в следующий день и зайти в него. Вот это вот искусство маленьких шагов, да, прожить один день. Вот как ты ведешь дневник, проживая каждый день и рассказывая о каждом своем дне. Прожить. И у тебя есть свои смыслы. Канал один из них. И еще, и еще. Ты, возможно, не прописываешь, хотя я бы прописывала, да, потому что ты сама чувствуешь. Еще и прописывать, ты что? Да, не забить себе в телефон, как я ты в умеешь телефон даже не делать. забиваю, я так вещаю, вот как прямо. Прописать. Нет, на самом деле я ни в коем случае не говорю тебе, ты должна это сделать. Да. Ты знаешь, я не люблю Я слово согласна, да, я согласна. Но для тех, кто сейчас тебя услышал и готов попробовать, я не провожу никакие марафоны. Нет. А хорошо было бы. Я просто предлагаю попробовать. Помарафоним, ребята. Давай запусти марафон. Мне кажется, что очень многие откликнутся, это будет здорово. Да? Это твой эксперимент, который ты можешь проводить с людьми. Не над людьми, а с людьми вместе над собой. Да? Давай я себе вот это задание. С чем я вхожу в завтрашний день? Что я могу сделать? В чем смысл моего завтрашнего дня? Не надо на долгое будущее, на завтра, а потом еще на следующий день. И вот так шаг за шагом. А если не получается? Вот я написала себе, что я вот хочу в этот день быть там, посмотреть на солнце, а вдруг меня накрыло и снесло все мои защитные укрепления, я взвыла. Бывает так. Дать себе, помнишь, мы говорили, дать себе отгоревать, дать себе поплакать. Ты не робот. Ты имеешь право на те свои чувства, которые ты испытываешь. Дать себе сказать, что вот сейчас я хочу плакать, выплакаться, потом вытереть слезы и вернуться. Пункт 1. Можно написать 2, можно, да. Первый не Жизнь вышла, коротка, второй ешь не десерт первым. Начни со 2 пункта.
Слушай, значит, я поняла, и как раз ты ответила, ты как мысли мои читаешь, ты ответила уже на вопросы, как выбирать себе психолога, то есть ты выбираешь психолога по специализации, Да. человек, который работает с потерями, ты выбираешь себе психолога с профессиональным образованием высшим, Да. Вот, желательно с опытом работы. То есть, наверное, Я бы сказала, вот в данном случае, я бы сказала, обязательно с опытом работы. мне сразу жалко тех психологов, которые хотят на этом специализироваться и не имеют опыта работы. Я понимаю, что каждому нужно этот опыт приобрести Да. и каким-то образом. Но если есть возможность... Ну, бывает так, кстати говоря, я не говорю, Кстати, что, да, молодой специалист, ну, вот Богом поцелованный. Мгм. Да? Он чувствует как, вот на кончиках пальцев. Он не сделает больно. Но, как правило, в течение первой встречи мы понимаем, мы доверяем, нам хочется Мгм. продолжать с этим человеком. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, вот что-то не то, какой-то барьер, сопротивление внутреннее, остановитесь, все, пусть это первая Это встреча тоже будет важно последней. очень, да. Не потому бойтесь что останавливаться. у меня был опыт, когда вот у меня было чувство дискомфорта, и я продолжала работать, ничего хорошего мне это не принесло абсолютно. И вот еще вопрос, есть ли какой-то, как ты считаешь, вот, например, я иду к психологу, лучше, чтобы он был меня старше? На мой взгляд, это не имеет Не значения. имеет значения. Это может быть твой ровесник, а может быть моложе. Мгм. Ну, ты пойдешь к врачу, который моложе тебя, но ты знаешь, что ты получила отзывы как о хорошем специалисте. Знаешь, вот у меня, когда мы с Ванькой были, и ко мне присылали молодых врачей, я очень скептически была к этому настроена, потому что я видела вот людей с опытом из старой школы, они несравнимо были лучше, чем молодежь. Потому что молодежь все вот это рублю с плеча, это отрежем, вы ходить не будете, у вас то не будет. То есть как бы у меня не было хороших ощущений. Причем они все очень старательные. То есть я ни в коем случае не хочу сказать, что они там хотели мне навредить, но они как-то очень своеобразно себя вели. То есть тут я бы сказала так, что я бы выбрала себе врача постарше. А я тебе сейчас отвечу. Я не буду называть имен и фамилий, но когда тебе оперировали твою ногу, Это да, это ты факт. пошла к врачу, который моложе тебя. Это факт. Я ни в коем случае не хочу говорить, что ты старше, но он я моложе. старше намного, Но при причем, этом чем он очень хороший специалист, к которому мы все Это, не один да, раз вот это ты меня обращались. уела, называется, да. Да, моя рекомендация, я тут Вычеркиваем. нахально вычеркиваем, из списка вычеркиваем. Я знаю очень многих специалистов, как в моей профессии, так и во врачебных специальностях, которые значительно старше меня и которым я не доверяю. Потому что это могут быть такие книжные черви, но как практики очень слабые, да, или хорошие теоретики, и, возможно, хорошие преподаватели, но как практики очень слабые. И я знаю специалистов своего возраста и моложе, которые очень крепкие и зрелые специалисты. Ты не знаешь, когда я успела стать такой старой перечницей, которая стала говорить, что молодежь, она вот не та она нынче молодежь, понимаешь? Вот. Как ты считаешь? Я знаю, что будет после того, как ты закончишь свое вещание сегодня, но я не скажу, что будет. Так, мне Но мы поработаем. Слушай, давайте не будем заканчивать вещание. Что-то мне страшно сидеть с этой женщиной рядом. В общем, если я завтра не выйду на связь, то вы знаете, где мне искать все вопросы к Виктории Петренко. Процесс омоложения Екатерины начнется сегодня, Так, уже ночью. так, видимо, бег трусцой, бег от инфаркта уже Нет, по вот ночам. что я тебе не позволю сделать, это стать старой, заскорузлой такой, перечницей. Спасибо тебе, моя дорогая. И вот здесь я подруга, я не психолог. Вот чувствуете, в какой обстановке критики и как там у нас у классика, зависти, постоянной критики, я живу свою жизнь. В общем, спасибо огромное, Вики. Вообще, мы просто не можем больше серьезно себя вести, понимаете? Мы все свои запасы исчерпали. У нас есть определенный период, вот 20, 30, 40, 50 минут. Один раз мы с тобой провели 1,5 часа выпуск, я не знаю, как мы выдержали. То есть серьезными Ладно, больше... как мы себя мы прекрасно выдержали, а вот как вот зрители выдержали, зрители это всё могли доступно выключить до кнопку, конца. а мы с тобой не могли выключить кнопку. В общем, мы не можем с ней больше оставаться серьезными. У нас все, у нас запас исчерпан. Дорогие мои, вот пункт себе вносите сразу на следующий день, чтобы быть веселыми. Найти себе кого-то, с кем нужно как следует похулиганить. Если вы найдете человека радостного, позитивного, к которому вы как к розетке можете подключиться и подзарядиться, Главное, что он не заорал, а ты при этом пальцы убери. Не надо у меня подключаться.
Ну, подзарядиться. Я не говорю про вампирить ни в коем случае, но просто подзарядиться от энергетически щедрого, веселого, радостного, теплого человека, то будет очень здорово. Екатерина, процесс зарядки пошел. До свидания всем и хорошего вам дня. Я вам желаю побольше таких друзей, как Вика. Я бы сказала, спокойной ночи.